Всем привет! У нас такая уже зима, прям зима зимой. Я тут ходила, собаку кормила, кота этого. Второй я уже не помню, говорила, нет, куда-то исчез. Белье ходила, там снимала, в общем. Такой можжевельник вот у меня стоит весь в снегу, елка, туи. Короче, один снег. Я только вот домой зашла, приехала с города, ездила там. Мне, знаете, надо поделку в садик делать. Тема, ну вот эта вот новогодняя тема, там кот или кролика надо сделать. Ну вот, и будет у нас такой музей есть, выставочный зал, короче говоря, в городе. И будут вот выставляться там наши работы. И потом какая-то ярмарка будет, и будут их продавать. Ну, не знаю, там деньги куда. Ну вот, я хочу сшить как бы котов, не знаю, 2 или 3. Или, да хотя бы одного бы сшить. Я вообще шить не люблю. Ну вот, и вот я ездила, глаза покупала. И котам купила еще 2 шапки такие, знаете, пластмассовые шляпы. Ну вот, и мне нужно еще было забрать с Озона заказ. Ну, там такая чепуха, там 3 наименования, ничего интересного. Ну, просто они сегодня уже бы отправились обратно, потому что сегодня до 5 часов я должна была их забрать. Поэтому вот я и поехала. Ну, я купила чуть-чуть поесть, потому что уже говорила, что у нас вообще в магазинах, в ларьках выбора никакого нет, и приходится вот ездить в город. И там в любом случае все подешевле, чем здесь. Вот яблоки, допустим, я купила по 75, а у нас самые дешевые 95, и то не факт, что они хорошие. Поэтому, а там Гренни и Гала вот по 75 рублей. Ну, такой магазин в городе. Ну, и все как бы. Налично у меня все как прежде. А он как бы звонил несколько раз. Говорил, что домой хочет, но, конечно, нет. Это даже не обсуждается, потому что уже, ну, как бы, он живет 3 месяца с другой теткой. Да, кот? Ни к сыну, ничего, как бы, ну, не позвонит ему даже, ну, какая-то муха жила или мошка, боже мой. Ни к сыну, и по видео хотя бы раньше он там звонил, когда... Ну, когда мы как бы жили вместе. А теперь как бы ничего, поэтому я вообще не вижу смысла в наших с ним дальнейших отношениях. А дело в том, что я вот все жду, когда с ЗАГСа мне придет эта бумага, чтобы явиться. В общем, чтобы, знаете, не ездить 50 раз, и мне заодно сразу надо подать на алименты. Ну, он нигде не работает, навряд ли я что-то там от него добьюсь. И я тоже тут, конечно, вся в поиске работы, пока хотя бы надомной, потому что я еще не могу найти квартиру в городе. Квартира, конечно, есть, но цены очень, конечно, вообще. Мне не за что ее снимать. Мне вот, я уже говорила, или по знакомству там, ну, дешево, или совсем только за коммуналку, потому что просто катастрофически нет денег. Раньше, ну, как бы и он доход приносил, и как бы неплохой, поэтому, а сейчас вообще никакого, считай, там только детские, и, в общем, и ничего. Так что я тут уже... Искала работу, как бы я еще вот в одном обучалась, не помню, как называется, колл-центр какой-то, но, знаете, очень дешево. Я просидела 3,5 часа, сделала 4 заявки по 14 рублей, но это вообще ни о чем. То есть у меня только глаза за это время заболели за 3,5 часа, а толку никакого. Что я заработала? 4 на 14, это будет 60 рублей, это вообще ерунда полнейшая. Кто-то, может быть, скажет, да, и это деньги, но если посчитать затраты на интернет, потом и очки, говорю, будут стоить дороже, чем моя зарплата выйдет. Но не в этом суть. Как бы работать я ничего не отказываюсь. Если была бы хорошая, конечно, работа и оплачиваемая, то я бы даже ночью могла бы сидеть и работать. Ну, вот еще одну там обучаюсь, не знаю, но мне кажется, это вообще какая-то чепуха. Слишком там, знаете, все очень прям... Ну, идеально, такого быть не может. Если бы так все было, конечно, там вся Россия бы работала в этой организации. Поэтому вот как бы 2 урока тут прошло, 3-й вот урок нужно изучать. Посмотрим. Ну, я не надеюсь. Единственный вариант, говорю, это снять квартиру в городе. И там уже, конечно, проще мне найти работу. Даже хотя бы, вот, я даже не знаю, какой-нибудь там магазин или куда, просто вот на первое время, чтобы потом вот найти еще что-нибудь. Ну, чтобы были какие-то деньги.
Но пока не судьба. Вот квартиру вроде как мне там знакомая нашла, но она отпала, потому что они собираются ее продавать. А продавать у меня вообще не за что ее купить. Да и даже никакую. Они трешку продают, а мне даже однокомнатную и то не купить. Поэтому вот я в полном тут раздрае, не знаю. В каком-то, вот я говорю, в полном каком-то анабиозе. И не понимаю вообще, когда это закончится, вот это какая-то невезуха. Как вот началась, и все никак. Вот все сыпется, какая-то вот чепуха прям. И ничего, самое главное, хорошего. Поэтому совсем не знаю, что дальше будет и что делать. Ну, здесь вообще, конечно, это не вариант. Здесь вообще ничего нет у нас. В деревне просто ничего. Поэтому не знаю. В общем, не ладно. Сейчас я вам быстренько покажу, что я купила. Тут совсем... Тут чайник закипел. Так хочется чаю попить. Купила вот таких 3 котлетки. Это домашние. Это вот прям на вечер на сегодня, потому что уже у нас 2:30. Навряд ли, что я успею что-то приготовить. Потому что в 4 я уже ухожу за Ванчиком. Ой. Это вот я купила бедра. Тут 3 штуки. Ну, не знаю, на что-нибудь. Посмотрим. Здесь, собственно, вот Озон. Это вот, знаете, такая акция. Успей купить там вот в 11 часов, в 2 часа, а потом в 5, по-моему, и 8. Но сейчас ее почему-то нет. Может быть, она закончилась. Там вот молоко это стоило по 29 рублей. Ванчик очень любит это молоко, и вот всегда мы его берем. Тем более, если оно, ну, по акции, когда бывает. А это вообще за 29. Ну, считаю, вообще бесплатно. Было бы, конечно, можно купить хотя бы 5, давали бы в одни руки. А то одна в одни руки пачка, это вообще ни о чем. Но все равно. Эта мука 9 рублей стоит. Вообще, тоже считай даром. Рисовая для лапши, сладкой выпечки, блинов и хлеба. Хочу хлеб сделать. Не знаю, получится, нет. Пока вот как-то говорю, ничему душа вот не лежит, просто вот хочу, чтобы как-то, знаете, стабилизировалась вот эта вот моя ситуация. Даже не знаю, в какую сторону, хотя бы вот мы не были в подвешенном состоянии. То есть он может приехать также сюда в любой момент, но я уже говорила, что жить я с ним больше как бы не буду. Много всяких было таких ситуаций, когда он по телефону на меня орал, когда она там стояла, и он орал, забудь вообще мой там, допустим, телефон. И никогда сюда не звони. Я вот с ней тролль-валь, хотя ему и не звонил это никогда, он сам звонит. В общем, не хочу. Много было всяких вот таких очень для меня обидных ситуаций, поэтому нет. Даже вот не буду. Не хочу и не буду. И в итоге, знаете, у свекрови я как-то оказалась виновата. Она мне тут как-то звонила и говорит... Ну, что вы, я говорю. Он говорит, звонит же он тебе. Я говорю, нет, больше нет. А она говорит, ну, конечно, ты же с ним, наверное, грубо разговаривала. Вообще, как будто я еще оказалась виноватой. Здрасте, так хотела сказать. Я говорю, я искала, говорю, может быть, хватит уже меня вот винить, правда? В чем я была виновата? Мне как с ним по-другому еще надо было разговаривать, интересно. А когда он предатель вонючий. Я с ним вообще никак не хочу разговаривать, если честно. Так, Настя что-то мне утром написала, что у нее болит горло, но она в школе. Вот я купила ей такие постилки. 2 пачки масок были только такие, не знаю, сколько они стоят, только черные. Капли на всякий случай я купила в нос. И миг у нас, мне кажется, закончился, я не знаю. Ну, тут 10 штук только. Почти 600 рублей вот за это я дала. Ванечку купила 2 книжки, а то нам с ним вообще читать нечего. Ну, они такие, конечно, небольшие, но всего лишь по 80 рублей. Такие. Он любит, когда я ему читаю, а мы уже с ним все книжки перечитали. И тут какой-то магазин, там, я даже не помню, как называется, я зашла туда вот эти вот глаза пластмассовые купить. В том году, мне кажется, я покупала, а они даже не помнят, что у них они были. И так они и не нашли. Ну, такие хорошие, помните, такие вот раньше были у нас мультики в детстве. Это я даже так хорошо помню. И ему вот такую машинку купила. Она дешевая, 170 рублей. Хотя бы такую. Он будет очень рад. Он любит всякие такие. Мне кажется, она без батареек. Хотя вот здесь такой есть отсек. Но мне кажется, она без батареек. Потому что за 170 рублей навряд ли что сберет. Ну вот и сами вот эти вот глаза. Я там разные купила. И побольше, и маленькие, и средние. Всякие.
такую вот ленточку я потом бантики сделаю или как бы на шею этим котам, или может быть куда-то на грудь, там посмотрим. И вот такие шляпы, вот одна розовая, другая синенькая. Вот это как бы мне вот для этих котов надо вот. Ну, больше что-то у меня фантазии, там ничего я не могла придумать, что еще можно. Там были, конечно, очки такие, знаете, это. Ну, вот можно, кстати, было, но я не стала брать, потому что все ограничено в средствах теперь, поэтому совсем. Вот тут еще немного в пакете. Это вот я заходила в такой магазин Чижик дешевых товаров. Но это еще не оттуда. Это у нас такой кафетерий там открылся. Я ходила, я покупала. Вот сейчас я найду. Я что-то не могу найти. Ну, в общем, вот это покупал Насте и Ване по одной хотя бы сосиски в тесте. Ну, вечером так вот они любят покушать. Вот я им купила, заходила и купила сразу шубу там. Ну, тут немножко такая вот баночка. Ну, там, знаете, такие у нас на развес продают всякие салаты, суп, мясо там по-французски, капуста тушеная. А я вот взяла вот, купила им по 2 пончика вот этих донатов. Они тоже очень любят. Мы раньше ездили, всегда им брали штуки по 3 там. Ну, это в белорусском я взяла. Бекон праздничный, наш самый-самый любимый. Такую колбаску. Называется как раньше. Она тоже вот белорусская такая, вот, докторская. 400 с чем-то рублей. Не знаю, я еще такую ни разу не брала. Как обычно, грецкий наш сервелат. Потому что я сразу взяла, потому что в следующий раз, когда поеду, я в город вообще неизвестно. Поэтому вот взяла, что могла взять. Вот сколько хватило у меня было денег. Все, в общем, я стратила. Осталось там рублей, наверное, 400. Ну, пусть даже 500, и то 500 там нет. Сыр тильзитер белорусский, очень вкусный. Это там вот в белорусском. И вот такой маленький кусочек сала взяла. Не знаю, сколько там по весу. По-моему, все. Дальше вот это в Чижике уже дрожжи. Это по 14 рублей, по-моему. Мне нравятся только вот эти. Салфетки. Такие салфетки всего лишь 70 рублей там. Хорошие. А у нас я брала в ларьке 70 рублей маленькая пачка. Не говоря уже об этой крышке. Такие вот яблоки. Как же они? Гренни Смит. И вот такие яблоки. Вот они были по 75 рублей. Это Гала, а это Гренни Смит. Можно, конечно, было взять еще побольше, потому что яблоки мы каждый вечер кушаем. Я режу. И мы вот садимся и с тарелки вот берем. Но не могу. Одна вообще у меня рука так сводит, поэтому я еле-еле донесла. 2 шоколадки я купила Ване и Насте. Это по 49 там рублей. Сосиски, по-моему, 179 или, в общем, 170 с чем-то такие вот. Клинские. Подумала, вдруг будет нормально. И тут Ванечку соки. Тут вот эти подешевле. Я, правда, не помню, по-моему, по 17 или нет. Вот эти по 24, по-моему. А то у него вообще ни одного сока больше не осталось. Ну, в общем, не знаю, сколько я тут взяла. Потом такую книжку там нашла. Она была одна единственная. «Медвежонок ищет маму». Я думала, это надо просто как почитать. А смотрю, там еще и наклейки. Вот. Поэтому он очень любит такие книжки. Вот взяла вот одну. Больше не было никаких. Купила ему там растишку. Такую давно не брали, поэтому я думаю, что он съест. 70 тоже, по-моему, 9. Им взяла вот еще. Ну, я не была еще в этом в кафетерии, я ж не знала, поэтому взяла им по одной ватрушке. Вот такой вот. Они прям свежие, мягкие-мягкие, с творогом. А себе взяла вот такую вот булку. Правда, я сейчас не ем ничего такого, но вот не знаю, вот взяла и взяла. Может быть, чаю хотя бы не знаю, посмотрим. Тут еще вот сок вот так вот был по 3. А эти почему-то были так. Ну, это в разнобой. В общем, вот еще сок. И тут еще вот сок. Ну, хотя бы чуть-чуть я купила сока. Это яичко ему взяла. Там по 69 рублей. Шоколадные яйца Киндер Сюрприз. Себе взяла пастилу. Я как бы не ем ни печенье, там, ни пирожные, ни вафли. А вот пастилу почему-то в тот раз мы брали. Но я взяла прям вообще, не знаю, грамм 150, наверное. И я вот ела, Иванчик как навалился и все съел. Так что мне там 1 или 2, помню, досталось. Вот взяла еще такую пачку. Это или по 49, или по 59, что-то в этом роде.
Тоже сыр там взяла, не знаю, хороший или нет. Ну, это, знаете, вот на пиццу, допустим, или в макароны. Не то, что там это на бутерброды. На бутерброды можно тот, который тильзитер. И вот такие по 9 рублей были. Настя иногда сухую вот ест. Я практически никогда не ем, очень и очень редко. Я не люблю вот этот вкус макарон, мне нравится. Груши тоже. Вот груши у нас по 200 рублей в ларьке. Там груши по 129. Точно такие. Но, говорю, еще взяла бы, может, хотя бы чуть побольше. Или, допустим, булок бы не взяла, лучше груш положила бы. Но тяжело. Так, такую колбаску там тоже взяла в этом, в Чижике. Она, не помню почем, по-моему, 129, что ли, вот эту. Вот это сырокопченая, Престиж называется. Там и рыба красная, блин, продается. Ну. И вот такой им тоже взяла по 70, по-моему, рублей. Вот такой чечил. Больше ничего я не брала. А, нет, подождите, еще сейчас вот здесь я заходила рядом с кафетерием, там такой магазинчик. Ну, там вот торты мы покупали, точнее, торты. Во мне деревня никак не вылезет. Вот такие вот 2 штучки. Ну, это все Настя с Ваней, как бы, нет ничего. Вот таких 2 медвежонка, это маршмеллоу. Ну, вот я покажу по одному. Вот 2 вот таких карандашика с конфетками. 2 вот таких вот, это как часики. И, ну, в общем, и вот такой длинные кислые конфетки. Ну, это, конечно, можно было и без этого. Но мне, знаете, очень жалко их. И так вот им как бы ничего такого вот не перепадает-то вот, в принципе. Все какая-то вот ерунда. А теперь и совсем стало ничего. Поэтому я даже не знаю, у Вани день рождения будет 2 января, сразу после Нового года. Просят машину какую-нибудь хорошую. Ну, я даже не знаю, как я ему куплю. И Насте надо что-то, и в садик надо подарок сладкий. В общем, не знаю. Как будет, так и будет. Ничего уже не сделаешь в любом случае. Поэтому, кот, ну что ты все скачешь, а? Вот так скачет он с окна на пол. Да, кот? Буду сейчас все разбирать. Хочу очень попить чая. Прям так хочу, аж во рту пересохло уже. Так что буду все разбирать. Надеюсь, еще увидимся с вами. Снимаю я совсем мало, потому что, ну, как-то, знаете, ну, нет настроения. Кот сейчас будет мне в параллель со мной разговаривать. У него такая натура. Кот, подожди, сейчас с тобой поговорю. И как бы говорю, что нет настроения, как бы вроде есть там еще несколько видео, но даже вот не хочу монтировать ничего. Как-то вот все вот так вот, не так, как хотелось бы, в общем, не знаю, вот эта вот депрессия такая вот, она как-то никак вот не отпускает. Ну, в психиатрию я, конечно, пока обращаться не хочу. Ну, посмотрим. Надеюсь, что до этого как-то дело не дойдет, и я справлюсь, как обычно, сама. Будет видно. Просто что никогда такого у меня не было. И столько прожили с человеком, и даже он нигде никогда не был замечен. И поэтому для меня это был просто шок. Я даже... Шок — это вообще как-то мало сказано. Я даже не могла поверить. И даже когда он приехал за вещами, вы знаете, он потом уехал, и мне почему-то казалось, что он просто уехал на работу. И я никак не могла поверить, что вот он так мог вот поступить со мной. Тем более он всегда говорил и всегда мне вот был благодарен как-то по жизни, потому что он знал прекрасно, что если бы я тогда вот ему не повстречалась, то он бы давно уже бы лежал на кладбище. Потому что с его образом жизни там было недалеко до этого. Ну вот и все вот так вот. Я вообще не понимаю. Не понимаю, как так можно. До сих пор я не могу понять, как так можно поступать. Вот хоть что... Кто пусть что хочешь мне говорит, и что таких случаев бывает много, и всякие. Пусть бывает у кого-то, вот я все равно не понимаю, как может человек так поступить с другим человеком. Не понимаю. Это ненормально. Ладно, все. Я с вами прощаюсь пока что. Если возникнет желание, то сниму что-нибудь. Посмотрим. Так, вечером мы проводим все с Ваней, тут играем, дискотека у нас тут. Ну, дети в любом случае ни в чем не виноваты, поэтому почему
Мы должны тут сидеть и плакать каждыми днями. Вот 2 дня у нас уже Ваня придумал какую-то дискотеку. Мы включаем вот эти песни детские, там барбарики. Он там танцует, прыгает. Мы там с ним, ну, правда, я не скакала, но сидела около него, чтобы он не упал. Ну, он на кровати скачет. Или там мы с ним рисуем. Карточки такие у нас есть. Мы разгадываем вопросы, там я ему всякие задаю. Ну, в общем, я провожу с детьми, с Настей. Уроки тоже с ней тут как бы делаем. Вот игрушку мне надо эту шить. Правда, не знаю, прям вот не хочу начать. Вот как бы вот начать, прям вот не хочется ничего начинать. Вроде нашла и там и ткань, правда, для одного пока кота. Ну, не знаю. Ладно, всем всего доброго.